Всем привет, я Ник, вы на канале Team Spirit, и мы в Астане. Дело в том, что я прилетел на турнир на день позже, и сейчас я спешу в отель, чтобы успеть на вторую игру. Пойдем быстрее, сейчас игра начнется. С корабля на бал, короче. Я вообще не понимаю еще, что происходит. Я вообще не здесь еще. Сейчас узнаем, в прайме или нет. Так. Карты будут такие. Первая Трейн, вторая Даст, третья Нюк. А кто трейн пикает? Они. Да. Так, ребята уже за компами. Я сейчас это пока понимаю, пытаюсь понять, что вообще происходит. Сейчас будет мап вето, как вы уже поняли. Напикаем, посмотрим, что напикаем, а потом пойдем в студию, посмотрим, что там. Okay, so I say it's Team Spirit, so choose Team B. You go first, Ben? Yes. In our case, there's Ben. Ben Mirage. Ben Mirage, Инферно. Ben Inferno, Nippic, Train. И Сити. City, and Team Spirit pick. Даст. Two, City. City, Team Spirit Ben. Бан Эншин. Okay, Anubis Nukes. Ben Anubis. Play Nuke. Yeah, we play now. Классика. You want side? Сити. City. Как ты пришел к этому Чего? вообще? Что за магия? Хотел сказать, чуть не перепутал, деменция, дедукция. Я в старый просто. Сереж, расскажи мне про Непок сегодняшний. Опасная команда первых таймингов, быстро играют, все до минуты, в хорошей форме находятся, они на подъеме, потому что они собрали состав полгода назад, им нужно в Airpoints зарабатывать. Они даже летали на маленький ивент в Лас-Вегас. Хорошая игра, да, нужно быть внимательным первый тайминг. Понятно, как они играют, но нужно будет зайти и с первого раунда включиться. Что я под этим подразумеваю, это что первый контакт вы должны выигрывать. Это будет решать, то есть в меньшей степени макро. Мы последний раз с ними играли на мажоре вроде, РМР, да? Решающий. Да, но это другая команда. Уже другая? Да, другая команда. Там, по-моему, 5 человек у них. А, Все 5, да. Грубо говоря, Тенип это, Рез играет в Геймер Легион. А больше я даже не помню, кто там играл. короче, шоу будет. Игра покажет. Игра покажет. Пойдем, покажу вам кратенько, как студия выглядит. Здесь много кабинок. Наш бро, Адалят. Получается, раз, два, три, плюс 3, плюс 2, 8 целых кабинок. Ребята уже тут настраиваются. Ну и посередине зона для кастеров. Сейчас тут никого нет. Почему, не знаю. Наверное, ушли погулять, отдохнуть. Но мы будем готовиться дальше. Хороший пик? От нас нормальный, да. Серега прочитал. Это очевидно было. Ancient, ну у нас сильный Ancient. Ну, Anubis мы их выиграли в Котовице, Снайпе помнит. Ну, у нас, в принципе, Anubis сильный, типа мы переиграли только Vitality. Ancient у них такой себе. Mirage пермабан, у нас Inferno пермабан, остается Train, Nuke и Dust. И даст. А? И даст. А? А? Но они тоже ждали Dust по-любому. Все скажут и Nuke, Train, все. Потому что Train, типа, они много играют, они на этом турнире уже выиграли ВП, у них есть confidence, карта подходит под их плейстайл, типа, снайпер, как вам поле. Поэтому они выбирают, очевидно, Train, нам заебись с Нюком, потому что батечка Гумикс в прайме. Тебе нравится трейн катать? Вы не так много его играете. Ну, с какой Мне стороны будет нравиться, посмотреть? пока у него зеленая. Когда у меня появится только одну красную, он напишет, что это Трейн худшая карта. Расскажи, как ты проводил первый месяц, когда вышел Dust 2 в CS2? Охуенно. Да? Отрицание, страдание, принять... Нет, как там? Ну, Отрицание, актер, страдание, гнев, печаль и после этого принятие. Ну сейчас же вообще супер, ты там летаешь, как рыба в воде Да, себя чувствуешь. блядь, Ну нет. что, не снапе пизды даст? Уже не так Мне весело. снайпер пизды даст. Че, Димка, у тебя что сломалось? Не, мы с Сузаной тоже настраиваем. А как проходит настройка? Ты просто сидишь, смотришь, как тебя настраивают? Он просто снес, типа, SSD. В чем заключается настройка SSD? Что ты именно настраиваешь? Компьютер просто под себя настраивает. Короче, настраиваешь просто мышку, монитор, выставляешь герцовку. Потом заходишь в КС, прописываешь свой конфиг. После этого, в принципе, все. Только настраиваешь просто еще звук у тиммейтов. То есть это все, я думал, там прям нужно куда-то чуть ли не Не-не. заходить куда-то прям глубоко в настройки, что-то подкручивать. Нет такого? Не-не-не. На ланах нет. Как ты себя комфортно на трейне чувствуешь?
Да, нормально. Я здесь себя комфортно чувствую, кроме всех карт. На нике на самом деле. А так нормально. Фишечный давай. Ебать, он говорит, Я. Вот так встаете, ребятки, раскид Б-плента. Даешь молотов. Так. Даешь молотов. И побежал. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Убил. Побежал так потом. Вот так обязательно. Открутишься. Ты убиваешь еще. Потом говоришь, кон чисто. Убиваешь еще и вот так потом крысишь. А есть какой-нибудь смог фишечный? Да, сейчас покажу фишку. Бежите вот так. Ребят, кто не знает. Оп. 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 Так. И вот так, оп. 360 обязательно. Да, это чтобы эпично было. И потом тут умираешь. Просто камень в мышке ебаный. Опять? Как он туда попал? На бумдаче было такое. Ну да, но у меня суперлайт там сломался, смотри. Мне еще нахуй челы пишут в комментарии, так разбери мышку, ёпта, блядь, на запчасти, там, собери, потом почисти. А как ты ее обстукал? Нет, я не бил. С самой мышкой-то ничего не происходит, всё нормально, просто щелкает. Да, просто там засунули, блядь, камень. Ну и нормально. Камни в почках, знаешь, бывает, трясешь человека, а у него камни в почках. Ты видел арену? Нет. Она как на шанхайском мажоре. Такая же? Я 0,8 ебану сегодня. Почему? 0,07. Меня зовут... Иди. Помаши. Ну здорово же, что поддерживают люди. Ну да, но бывает иногда, что нарушает наши личные границы, на самом деле. Тебе не похуй, что ли? Вот эти слова натренированные, которые тебе сказали дяденьки, блядь, взрослые, повторять просто по скрипту. Мне не похуй. То есть ты хочешь сказать, что это норма, когда к нам чел в практиц приходит и говорит здорово, го сфоткаемся. То есть это... Здорово, можно зайти. Да, то есть это, блядь, охуенно. Остается минут 15, и мы будем начинать первую игру. Данек вот готов уже. Понятно. Я думаю, Серега разъебет по-страшному. Видишь, как меня подтрекает? Ой. Вот я так Дрожь сразу началась. играть плохо каждый день. Не, растянуто это вообще пиздец, сложно очень. Как ты играешь вообще? Нет, сейчас, Борь, мне надо положить двоих, троих. Надо на контур или вантапать? Вантап? Я не могу на этой хуйне вантапать. Я и говорю, в чем мышка с проводом, да, наверное? Не, мышка с проводом надо заебить. Вот видишь, меня так всегда убивают в ирцалках, там, на фейсе, везде. И конечно. Они мне не дают шанса. Мне надо выиграть раунд. Надеюсь, теперь ты поймешь, почему мне тяжелее всех сыграть. В чем проблема? В камушке в мышке? Не, меня прокляли потомственные ведьмы, блядь. Ну что, мы переходим на первую карту. Трейн. Я иду смотреть матч, а Владос... Я иду за пельменями. И сейчас жесткая нарезка первой карты под жесткий драм-н-бейс. Под жесткие пельмени. Приятного аппетита тебе, пока. Сейчас я все в поход за пельменями. Первая карта, let's go. То, о чем вчера говорил, каждый держите фокус на своих действиях. Особенно сегодня это важно, потому что команда первых таймингов. Будем выигрывать первый тайминг, где будет заебись. Нам важно выигрывать каждый матч и каждую карту. Неважно против кого. Как единое целое, все дружно погнали в пиздец. Покричим все вместе. Тим! In this squad. You have this duo that made Soulsex and Arrow start. Oh, hold on a second. Believe it. Come out in no man's land. The teams, as a result, though, they haven't. It's open in the beast. So Staffy is now monitoring. The defuse is stuck. Shiro in. Great flash. Few jerks. 3. Scout closes the distance. 1 versus 3. As he dances round. Yeah. Oh, a bit late. A bomb away. Quick turn for. Oh, that's clinical. Dog really wants it. Wow, these guys have had able rounds. Look at this one. Like you said, turns back. We lost our heads. 2v5 to close. Oh, brutal scenes here. As Spirit close out Train. Че, тяжело было? Блять, я 10 раз умер от того, это говно. Ну скажите, как прошло? Они удивляли вас сейчас? Нет. Было просто субботненько, но матч своей нормально все. Там за КТ есть много моментов, которые надо обсудить будет. Но и все так нормально. Я не знаю, норм, мне нравится. Я понимаю, решающий клатч твоим был? Там не клатч, там просто они выходили в N, я просто убил всех. И Мирик вышел в тайминг. Зачем стол обидел? Да ебаный рот, не реагирует вторую игру, что сделать? Че, как? Хуёво. Ну, у меня стало дерм, но, в принципе. Чтобы вы понимали, я стою
смотрю, как пацаны играют. Я слышу, гиря падает. Я иду Ну, в вчера я лаунж. кулаком въебал, тут ладонью. Да, что просто я иду в лобби, и мне Влад говорит, видел, как Даня по столу уебал? Он если кулаком таким в челюгу кому-нибудь прилетит, там челюсть отлетит. Это правда. Непростая получилась карта, были допы, но мы справились и переходим на наш пик, на Даст. Let's go смотреть. Right timing to check the window. And so Zhush able to reposition. It's going to come down to this 1v1. The guy you want to give second chances to. Right. They need the kill clean. Chopper doesn't give it away. Holding it as well. Everything. Okay, I'm asking everyone watching at home. Yeah. Who finishes one kill difference? Watching the demo is a waste of time. You can't do this. Only Doc can. Punch a card. In train, there were many times where they could have won that, right? Ну и где твои 0.8? Как там 0.8 будет Даксом? Или в 0.7? Не может такого быть. Может, я в минус 14 сыграл. Сейчас. Нет, сейчас минус 4, на первом минус 10. Понятно все. Я хотел тебя спросить про позицию, на которой ты играешь на трейне. Ты пикаешь на Б лестницу. Я на стриме замечаю, что, как правило, тебя замечают быстрее, чем ты замечаешь челов, которые бегут, типа, на лестницу. Просто преимущество позиции этой конкретно. Какое получается? Когда стрейф из гранаты? Да. Инфу собирать и держать гранату дольше. Но просто из-за того, что игра сломанная, то ты можешь попасть в стрейф, где ты нажал стрейф, ты не видишь противника, он тебя уже увидел, но у себя на экране ты уже за стенкой, поэтому он понимает, что ты нажмешь стрейф еще раз, потому что ты собираешь инфу, и он понимает, что не может тебя убить за это. Ну, так можно умирать от авика, например. Но от калаша или от дигла так тяжело умереть, потому что там головы нет. Ну, сегодня за игру было пару раз, когда просто простреливали пятки тебе. Да, он подходит, просто стреляет, потом я ухожу. Потому что в стрейфы, если ты не попадаешь, но это рандом, то он тебя видит, ты его не видишь, потом он тебе дает хит, и ты уходишь. В целом стоит вот этих там 20-30 хп. Ну, по идее, вообще, ты не должен ловить урон. Допустим, в CSGO ты не ловил урон, потому что просто из-за того, что тикрейт был больше, такой проблемы не было. То есть в этой игре проблема, что ты, если стрейфишь за стенкой, у которой угол 90 относительно того, где тебя пикают, ты можешь умереть от любого гана. В CSGO такого не было, потому что из-за тикрейта ты, если стрейфишь, допустим, ты видишь противника, ты просто не делаешь еще один стрейф. А в этой игре может произойти так, что он выходит, видит твой стрейф, ты его не видишь, потому что все на экране, ты уже за стенкой, и потом нажмешь еще один стрейф. Блин, я думал, что такая проблема может быть в онлайне, но не на лане. Это никак не связано с пингом. Абсолютно никак? При нуле все равно будет такая же фигня. Первая игра у вас была с Gamer Legion. Расскажи мне, что там было интересного. Ну, интересное то, что мы не ожидали от них Мираж, мы ожидали другие варианты. Второе, что интересное было, то что в целом было достаточно потно, особенно под конец игры за КТ. Они выигрывали много раундов за экономику, и поэтому мы много раундов играли плохим закупом, и поэтому Мираж был close достаточно. А на Нюке мы не лучшим образом стартанули карту, но мы добрали по итогу до 7-5, как я помню. Вот. И за КТ уже было ощутимо проще. Конечно, там были какие-то раунды такие, типа, интересные. Вот, но в целом нормальный нюк был. За исключением старта затеров. Что стало фактором, который повлиял на... Судя по счету, игра была тяжелой. Ну, вот на Мираже это экономика. Мы не особо ее закрепляли. И за нюк было сложно, что нас, просто убивали в самом начале. Где-то не угадывали, где-то мы не супер четко делали. И по итогу было, достаточно close. Но вот когда мы добрали свои раунды, взяв пистолетку, счет уже был равный, типа. Потому что раундов немного в игре. Добираешь чуть-чуть раундов затеров, и если ты взял пистик, то у тебя игра в нуле. Но ты за сильную сторону. Вот и за сильную сторону мы просто понимали примерно, что от них ожидать, и поэтому было достаточно просто. Как быть в топ-таба? Не знаю. Ну ты же в топ-табе был. У нас Gamer Legion, да. Снип нет. Что у нас завтра, какой у нас план? Мы играем с Астралис. С Астралис ожидать можно чего угодно, потому что там новый капитан. Хукси, да. Он жаловался, что Хукси это единственный человек, который его контрит, но в целом, по идее, Кедиан и Хукси это совершенно разные капитаны. Типа, будь у них больше времени, это была бы полностью другая команда. Ну а пока они вряд ли смогли подготовить, разобрать дофига всего за такое малое время. Ну, они вышли в 2-0 брекет, они играли с Пейн одну игру, и одну игру играли с Одик. Одик и Пейн. Ну, Пейн с тренером. А Одик? А
водик. Выиграли G2? Ну, короче, я не знаю, что ожидать. Единственное, что я думаю, что можно ожидать, то, что мы даст будем пикать с ними. Ну, сегодня трейн был достаточно тяжелый. Как думаешь, скажется это на будущих мапвет против нас? Да, я не знаю, как они его играют. Если им нравится карта Трейн, то они пикнут Трейн. Просто вроде это команда, которая играет Инферно, но это наш пермабан. Теншент они, может быть, не будут пикать, они его проиграли 13-2 Одик. Мираж, не знаю, надо посмотреть. В том Анубис еще есть. Они Анубис играют? Вроде нет. Короче, завтра проснемся, будет сбор, все обсудим, и там уже будет видно, что, как мы будем играть, и пойдем катать. Завтра, если победим, выходим 3-0, и выходные. Блять! Ты не рад? Ненавижу выходные. Если мы завтра проиграем, скорее всего, виноват Даня, потому что он не хотел выходные. Все, мы идем спать, увидимся утром. Что, начался новый день, начался он не спеша. Ребята собрались в практисе, чтобы подготовиться к сегодняшнему матчу. В целом, сейчас турнир проходит так, что нам дается тайм-слот, в который мы будем играть. То есть, условно, вчера это было 5 вечера, но играть мы начинали гораздо раньше. Игры идут очень быстро. И, скорее всего, несмотря на то, что у нас сегодня 3-й матч, буквально уже через час-два мы уже пойдем на сцену. По факту времени на подготовку не так много, как кажется. Смотрю телефон 7:13. 7:13? Я думаю, что за хуйня, блядь? Ну я в 6:30 Ты просто вставал. заорал нос, нихуя вообще. Я просто в ахуе был, просто но. Типа нет. Да. Я Здорово, просто Ник. в ахуе. Здорово, ты Даню разбудил? Да. Это, наверное, Борь тебе во сне сказал, то, что ты снова играешь без армора. в Я пистолет. просто, ладно, мычал, я ему говорю, Боря, не надо, и он А я переставал. сегодня ночью, когда засыпал, я издавал звуки? Я не помню, я Потому что первее я- заснул. Что за дела? Статистика. 60% смотрят наши влоги, шедевральные фильмы без подписки. Какого черта, черт побери? Какого черта? Тысячи чертей. В канале, блядь. Короче, вот пока пацаны разминаются, покажу вам кабинет Владика. В этот раз ему выделили вот отдельную комнату в практисе. Вот, собственно, сам Владислав непосредственно работает. У Владоса тут есть вот такая вот еще штука с душем совсем. 2, умывальника. Вот это вообще тема. Берется вот так вот. Хуяк. Все, и отдыхается. И можно тут с видочком вот так вот сидеть. Вот так вот водичку тут включаешь. И все, и пошла зачилка. Вот видно немножко улицу. Зачем? Там в туалете телефон есть. Это, наверное, если дело срочное или работа, делать 2 дела сразу. То есть это однозначно комната для Цезаря, так называемого. Я вам еще, кстати, не показывал, в каком отеле мы живем. Смотрите, это выглядит вот чисто как локация с фильма какого-то, я не знаю. Страшно, вот так вот. Боитесь упасть? Красиво, необычно очень тут. Мы с Ладосом сейчас за доставочкой идем. На улице видно было, значит, по кружочкам в кое-каких пабликах, что там было много фанатов. Че, мы спустились вниз с Серегой, забрали доставку, просто стояли, что-то общались. Поднимаемся наверх, все. Мы поднимаемся, мне скидывают новость, что там менеджер Team Spirit вышел, разогнал, значит, всех. Там видос прям, что там такие мы плохие и прочее, всех разогнали, типа. Короче, по итогу все нормально, они там выпустили потом новость, сказали, сорян, типа, Team Spirit все проверили, ну да, потому что ничего не было. Там, наоборот, я каждый день, несколько раз в день выхожу там к пацанам, что-то там сидим, даем, они там что-то стреляют, что-то фоткаемся мы там. Можно фотку тоже и расписать? Ну, давай. Спасибо. Можно фото? Да, конечно. Когда выиграть? Вот человек говорит, что Бежал с чуваки с алгебры сбегают. Показывает у него там. Ну-ка, подожди, покажи, что ты там решаешь. Домашняя работа. Так, x квадрат минус x минус 56. Так, правильно решил? Да. Ну вот это наши фанаты, самые умные, кстати.
Вывод какой? Если видите какие-то новости слишком яркие, не воспринимайте все за чистую правду, имейте свое мнение и не злитесь раньше времени, сначала разберитесь. Вот там вот живет Данек с Борей, тут живет Владос, но у них одинаковые квартиры. Вот такая, значит, кровать, большое зеркало, на себя смотреть и абсолютно ничего не видно в ванной. Ну, дефолтная ванна, а вид, самое главное, вид. Это... вот это да. Подъезжает, Ник, пошли быстрее. Там. Ладно, все. У нас чай приехал, мы сейчас заберем и вернемся. Че, готов сегодня дуэлиться с Кэдианом? Это не Кэдиан, братан, там девайс. А с девайсом готов? Нет. Ну бывает, что ты... Ебанул, конечно, Кэдиан, блядь, что скажу Симпл. А то, что Хукси к ним пришел, капитане сейчас. Я думаю, это для них плюс. А то, что это замена посередине сезона за 2 недели до лана. Ну, у них другие приоритеты сейчас. Им нужно построить игру, а не выиграть чемпы. Они построят игру, и потом будут выигрывать чемпы. То есть ты считаешь, что это все равно, ну, при любом раскладе для Астралис это сегодня хорошее решение было? Да. Ну, я думаю, да. Почему нет? Ну, ведь тоже вот капитан, это же еще и про синергию, про доверие за 2 недели. Возможно ли выстроить какую-то такую вот систему, при которой это будет работать? Думаю, нет. Выстроить какой-то процесс тяжеловато, но в массе своей играть они смогут хорошо. Один кейс, один нож, поехали. Open to keep. Потом. Пожалуйста. Ребята, ни разу в жизни не падал нож. Я открыл более... Знаешь, почему он тебе сейчас не упал? Кейсов. А? Потому что нужен додеп. Нет, ДДП не будет. Боря, я тебе выбил пушку. Спасибо большое. Спирит Бог. Финал турнира кожаный мяч смотрите, да? Ой, это жесткий раунд. Финал турнира кожаная флейта. Что поменялось, Дань? Я мусор ебаный. И ты помнишь, как ты первый раз со стаппинга на 0 зашел? Первый лансу, помнишь? Да, Ну, парни по проебал балкону трейдер. открывает, что-то температурка повышается. Проебал? Да. Непривычно было с нулем играть? Или Не, что? нас просто выебали. У меня был 8 левел на первом лане. А какой это код был? Сколько тебе было лет? 12. Тут самое сильное дуо. На двоих. Раз. Два. Тут самое сильное дуо. Ну и проиграли. Нет. Все. Нет. Что, победа Монголов? Сотка с тебя. Да похуй. Давай, победа Монголов 13-11, 100. Давай под коэффициент. Под коэффициент. Спорим на 50, но если выиграть Нави, я тебе 100. И ты в нуле останешься. Давай похуй. Давай. Утка. Либо в нуле, либо 150. Удомания. Надо было на букмекерке посмотреть. Да, Серега посмотрел, пока ты не... 40 в часах просто, блядь. А часов нет. Ну все, Данек, 150 с тебя. Не. А что нет? Ой, смотри, какая сладкая булочка. Я сказал, что я- Смотри. Оп. Он без компа вообще. Вообще 1-1, Алексей выигрывает, это топы. Блядь, О, ну нет. я считаю, за это можно просить. 150 с тебя. Вот, у тебя будет пиздатая борода, возможно. Не будешь борода никогда. Давайте А у как меня? это самое. Ну, у тебя еще даже не близко, да. Самая лучшая борода здесь у Димки. Там вообще борода пахнет сексом. Жаль, он ее скрывает от всех. Но у Димы и так все хорошо с бородой, поэтому не надо. Да, надо было, наверное, перед сном борода подольше сделать паузу. Он чем-то Мирик угорал в видосе, как это называлось? Скибоп. Скибл. Давайте все на аватарку поставим скибл. Аватарки отражают твое психологическое состояние на данный момент твоей жизни. Нельзя ставить их почему-то приказу. Какая у тебя аватарка стоит? Шинигами из Пожирателя душ. И что это значит? Что оно отражает? Это мой любимый перс. Я хочу быть таким же, как он, но я никогда не стану таким же крутым. Даня, у тебя сейчас что стоит? И Слэмданк. А, ты который поставил в этом... На мажоре, который у меня стоял персонаж. Бля, тут досками пахнет. Какой кайф, нахуй. Димаш, что у тебя на аватарке Стива стоит? Знак вопроса. Знак вопроса, типа нету аватарки. Ищу смысл жизни. Это если не определился. А ты понимаешь, Лень, что Борис единственный игрок нашей команды, который ебашил... Ребята, вы понимаете, Ебашил Мутирисов и ебашил Джаби. Фейма, когда я СКТ ретейкал, и да, его захуячил. Охуенно было, когда Боря зажал себя на мажоре. Бля, это вообще нахуй не из ниоткуда пришел чел. Донк. Когда ковер будешь менять? Скибоп. Скибоп? Скибоп. Сколько лет ему? Даже когда Мирослав заведет Инстаграм. Никогда. Сколько лет коврику твоему?
А чем? Дред. А почему, по-моему, вот так вот надо, нет? Я просто монитор двигать буду. Понял. А вот обязательно нужно вот уголочек на монитор поставить? Да. Получается. Что это? Плюс к чему? Диаг никто не видел. Сколько у меня герц? Ничего, пришли с ребятами на студию. Подключаемся. Сейчас идет матч Na'Vi Mongols. Первую карту взяли Mongols. Как только она закончилась, мы сразу пошли вниз, подключаемся и ждем старта нашего матча. Астралис вон тоже уже пришли. Подушку на. На. Нифига, у тебя 3 их? Подожди. Или нет, ты одну пополам сложил? Я понял. Что за наушники у тебя, Боря? Sennheiser AIE60. У Лени такие же были, но они сломались. Мне их дали в 2019 году на мой первый лан. И ты после этого модель не менял? Я их однажды забыл, играл на Razer Hammerhead'ах, потом лечился, блядь, от этой хуйни. Очень больно. В плане лечился? А уебищные наушники лучшие в мире. Ага. А у тебя какие уши? Пусть знает, я не знаю. Sennheiser AE200 или не, у него Shure. Подожди. Это Shure. А что за Shure? Ты не знаешь, что за модель? За 40 тысяч рублей. 40 тысяч? У меня за 3000 рублей, если что. Я хуй его знает вообще, откуда он взял эту сумму, я вообще без понятия. Я точно знаю. Понял, ладно. А какие пизжи, вот твои или его? Его. Просто из-за ценника? Я не знаю, не пробовал, похуй. Решает звуковая карта, а не наушник. Наушники нихуя не решают в нашем мире. Ну да. Решает скилл. Первый. Скилл? Я думал, скины решают. Скины нахуй не решают вообще. Идем на вето. Как сегодня? Есть предсказания? Сегодня сложнее. Сложнее? Я думаю, что будет сложно. Они не показывали свой трейн, и теоретически могут его покинуть. При этом у них есть разобранная карта Ancient, но они проиграли его 13-2. Есть ник, в котором вроде как они уверены, но у нас сильная карта. Ну, по идее, я думаю, что будет пик Ancient, даст третий ник. Ну, а в целом по ним сейчас мало инфы. Вообще никакой. Вообще То есть у них Ancient еще 13-2, а на нике они тоже уверены. Ну, как их даст? Даст 13-9, но видно, что более структурные стали в защите. Hello. Hello. Astralis Society, so choose. Dimbeer, Timbe. Spirits. Ban Inferno. Ban Inferno. Anubis. Anubis. Spirit. Пик даст. Side. City. Pick Ancient. Yeah, I thought a little bit. Wait. So what did you say? Pick Inferno. Pick. No, Ancient. Oh shit. Side. City. Ankle breaker. Astralis Ban. Mirage. Mirage. Ban Train. City. Play new. City side on you. Thank you guys. Пока мы ждем матч против Астралис, к нам сегодня присоединился Леша. Есть ожидания какие-то от матча? Или это как будет, как на мажоре, я это помню, спрашивал про лигу, строго 2-0? Ну какие там Астралис вообще не ходячки? Какие там ожидания могут быть? Или только такие матчи только сами себе могут проиграть. А так соперник на 2,5 рубля. Просто я вот общался с Сережей, Сережа говорит, что не знает, что от них ожидать, потому что он говорит, что это ощущается как новая команда. Я скажу, что ожидать. 0-6 от Хукси, беспорядочная игра от Став на Джаби и, может быть, пару киллов от Девайса, но не больше. Коротко об игре Астралис. Спирит в разы сильнее. Единственное, что может пойти не по плану, это если вот опять Спирит как-то немножко в себе закопается, там, не поймают темп, засноуболятся, только сами себя. Так 2-0 без вариантов. Как ты думаешь, Хукси станет сейчас усилением для Астралис? Или это больше история, которая 50-50 может сработать, может Ну, нет? чисто, может, по вайбу, по капитанской типа теме. Он какой-то вклад после Кадина внес, и, наверное, сейчас игрокам интересно с ним играть. И как будто бы Астралис чуть лучше стали играть. Но это все видимость. Я думаю, что на дистанции все равно Астралис без каких-либо перспектив. У нас есть возможность получить 3 дополнительных дня, чтобы перезагрузиться, чтобы освежить нашу игру и чтобы было время провести так, как каждый его хочет. Также уверенно играем. Давайте, погнали. Громко, парни. Team Spirit! And that smoke is making his life for 25 seconds and we're playing scaling there. Too many men up on the catwalk. That is ultimate. The reason it works is because he's going to get the first kill, hunting down hooks. Happening. Shiro goes there. Oh, it's a disaster. He's going to win Occupy. Humiliate. Very nice position. Ducks with the flashbang. He's worried about
United. Swings coming in February. I'm pretty sure it's opened up a win. A single point of healthy for Stown on the other. How many can get? 1 and 2. There might be more in store for Donk, of course. There is all 4. Every single one. 28 health to spend. Я сейчас обоссусь. Как прошло? Что-то поначалу тяжеловато. Поначалу тяжеловато было. Ну, там не доделывали вообще идею, и какая-то хуйня была сумбурная, суетливая. Но потом мы как-то выстрелили пару раундов, а за КД вообще вроде легко. Хукси удивил? Ебать, я 2 КД нахуй я нажимаю идёт, тап в какой-то момент, у него типа 14/7. Да. Типа КД 2. Думаю, как ты это делаешь? Хукси, кстати, Фалькон подписывает после этой игры. Да, и он. Ебать, он ставит. Какого-то хуя, типа КД 2, когда он раз типа смена сторон, я думаю, 15 на 5. Ну, любой пик это хедшот. Он нормально ставит. Я, кстати, вантапнул 2 раза так жестко, что я Мне кажется, с ним дуэли у меня не было, иначе я бы когда не вышел. Начали не очень, но карту забрали. Сейчас переходим на Ancient. Таня очень рад играть Ancient. Таня не рад играть Ancient, но, короче, го смотреть. Борь, ну я как договаривались, на 2 ёбну. Я тоже. А я единицу сказал, сыграю. Давай посмотрим сейчас, что будет. У меня стабильно. Ты рэп читал, как ёбнутый, блядь. Что я говорю? Я уже понял, я уже просто даже не понимаю, что там, инфа там просто. Я думаю, ну вот это заебись, типа. Как же он хочет 3 дня поработать, блядь, на папе. Данек, расскажи по карте. Ауткласс, просто ауткласс вообще. Там чего? Похуй. Ну, на 3-0 поспать Сейчас можно. сомневались, что типа мы пройдем ПО. Ну, Хукси на первый нормально трахал. Игру жизни чел сыграл. Я тоже норм. Просто на Хукси вообще был неожиданно. Когда ты по зиге выходишь, ты чел съебал первого, да? Ты же не сказал, Я что говорю, первый дает. ебать, он мне дал. Это вообще пиздец. Куда Просто бэм. Борис, спроси про Серегу у него. О, да, кстати. Спрашивай. Why you hate Халли? Отвечай за базар. Он сказал, что Серега даже не топ-3 типа тренер. Бро. Вот этот пиджачки вот этот? Да. Мы его запомнили. Малый Снейк. Помните, запомните. А еще он на Фаню и Димана не любит. По картам 6-0. Мы проходим на Борис-арену. Борис-арену. Ебать. Домашний. Передохнем и числа 15-го, наверное, будет медиадень. Поедем, начнем снимать для вас контента. Если мы куда-то вдруг Нет, не поедем. отправимся с Борисом, Даней, Димой, Леней и Мириком, тоже поснимаем, если поедем гулять. Спасибо, что смотрели. Не поедем. Ну, они не поедут. По 5 фейситов больше, чем нахуй. Окей. Что-либо. Тебе, блядь, что деньги платят за то, что ты тут с камерой ходишь, блядь? Я за бесплатно работаю. Спасибо, что смотрели. Скоро с вами увидимся. Пока-пока.